Приветствую вас, мои дорогие! У нас прогноз для стрельцов, вторая декада ноября. Давайте посмотрим, что вас ждет в любви, в отношениях, в работе, карьере, бизнесе, финансах. Стрельцы с 10 по 20 ноября. Кипр покажет нам сюрприз, неожиданность, может быть, какие-то советы. Еще у нас будут советы от оракулов. Да, кстати, напишите, смотрите вы эти советы, стоит ли мне их делать? Что, может быть, я просто трачу свое и ваше время. И в конце расклада у нас будет маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Стрельцы, вторая декада ноября. Так, что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Так, у меня колода перевернулась. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта у кого есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Что тут? Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Значит, у меня карты все перекручены. Так, финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? И совет или предупреждение от Таро. Угу. Вот смотрите, для тех, кто работает или у кого бизнес, карта говорит не рисковать. Не рисковать, иначе вы можете в конце этих 10 дней потерять какие-то финансы. Вот если для кого-то здесь стоит вопрос, во что-то вложиться или какие-то необдуманные действия. Ну, у нас дурак, да, шут. Дурак – это незрелость, это неоправданный риск. Вот здесь в конце 10 дней пятерка – это потеря финансов, а вам наоборот говорят, вот сейчас никаких рискованных предприятий. Вот сейчас вы должны сохранить свои ресурсы. Страшный суд у нас на дне. Хорошо. В начале этих 10 дней у вас ложится семерка жезлов. Ну, это карта борьбы. Это когда мы идем к своей цели. А у нас очень много преград в виде каких-то людей или каких-то обстоятельств. Да, карта говорит, вы добьетесь победы. Но здесь будет очень много задержек на пути. Конечно, она всегда говорит, подумайте, стоит ли сейчас бороться, если обстоятельства вам выставляют препоны, может быть, сейчас не стоит тратить столько усилий на это. Так, это может быть что? Ну, в работе. Обойти соперников, конкурентов. Может быть, кто-то претендует там на вашу работу, на ваше местоположение. Может быть, это борьба в отношениях. Может быть, просто какие-то ваши цели, к которым вы идете. Вам сейчас их тяжело реализовать. Да, в принципе, вы можете добиться. Ну, давайте совет посмотрим. Ну, кто-то здесь, например, из женщин, наконец-то борется за то, чтобы человек все-таки сделал вам предложение руки и сердца. Кто-то борется за какой-то результат. Тройка кубков – это успех, куда человек вкладывал свои силы. Это может быть очень много усилий для того, чтобы закончить какой-то проект, сдать экзамены. Может быть, добиться на работе, например, получить какой-то крупный заказ или продвижение по карьерной лестнице. Кто-то, может быть, для того, чтобы получить новую работу. Колечко на пальчик, да, если это отношения. У кого-то, может быть, борьба со здоровьем, чтобы, например, забеременеть. Но, да, игра стоит свеч. Поэтому действуйте в том же темпе, вы получите желаемое. Хорошо для тех, кто в отношениях в браке, восьмерка пентаклей. Здесь может быть преодоление каких-то трудностей, проблем. Это когда наши отношения переходят на более зрелый уровень. Кто-то здесь может получить предложение руки и сердца. Вот
Наконец-то вы, семерка, да, долго ждали, когда человек созреет. У кого-то, может быть, здесь решается вопрос с жильем. Это вложить свои средства, может быть, купить квартиру, может быть, дом, или начать строить, или начать ремонт. Но здесь еще карта говорит, если дом строите, то вот даже если вы будете нанимать специалистов там, или ремонт делать, все равно вам придется вместе с ними учиться. Учиться этой стройке, чтобы ее контролировать. Если в отношениях были какие-то препятствия, ну, может быть, вот по семерке борьба была какая-то за любовь, или характеры у вас, все-таки вы стрельцы, вы огонь, может быть, притирка характеров, то здесь карта говорит вот внести какую-то вот свежую струю в ваши отношения, перевести их, как я уже говорила, на более зрелый уровень, то есть преодолеть вот какие-то разногласия. Ну, давайте мы посмотрим. Ну, императрица, да. Может быть, это, конечно, как я говорила, зачатие. Также это получение предложения руки и сердца. Но еще императрица — это вот империя, да, это построить свою империю. Это то, что крепко стоит на земле. Это может быть вложение вот в недвижимость. Но в любом случае здесь какие-то очень хорошие перемены у вас. Хорошо, для тех, кто в поиске, да, семерка может говорить о влюбленности. Да, может быть, здесь все-таки присутствуют розовые очки, но в любом случае мы сейчас посмотрим. Может быть, это вы в кого-то влюбитесь. Вот взаимное чувство-то будет. Может быть, придется вот бороться за свою любовь. По тройке это может быть мужчина, это меня женщина смотрит, который вообще любит женщин. То есть у него, это знаете, как гарем. Ну, давайте посмотрим. Да, ну влюбиться, конечно. Это когда нас переполняют чувства, эмоции. Но туз всегда несет начало новых отношений. И все-таки я хочу посмотреть ответные чувства. Опять тройка. Тут может быть любовь через расстояние. Почему тогда борьба-то за свою любовь? Преград много у вас на пути. То есть человек где-то находится далеко. Семерка — это может быть сайты знакомств. Это может быть, опять же, интернет. Но, скорее всего, человек далеко. Но по тузу кубков вот реально вы влюбитесь. Но смотрите, все-таки семерка — это, да, есть иллюзии. Общайтесь тогда дистанционно, то есть через связь, не через сообщение, а посмотрите на человека воочию. А то, может быть, там влюбитесь, там фотографии какого-то актера. Хорошо. Работа, карьера, бизнес. Да, вот смотрите, не рискуйте. Это будет необдуманный поступок. Есть вероятность потерять деньги. Кто-то здесь будет менять работу. Это может быть вообще новая сфера деятельности или новая должность, где у вас еще мало опыта. Да, может быть, семерка обойти претендентов, конкурентов, но добиться этой работы или этой должности. Здесь просто карта говорит, вам придется обучаться. Какие-то новые обязательства, новая ответственность. Если вы уходите с одной работы на другую, здесь по этой карте может быть испытательный срок. Может быть, вы станете кому-то под руку, или вот вас возьмут, но вам нужно будет здесь показать, вот по семерке, доказать, что вы лучший или лучший, что вас приняли. Кто-то может куда-то уехать. Уехать далеко. Давайте одну карту. Здесь еще, вот, смотрите, если рисковать, взвесьте все за и против. Но также это может быть по шуту, вы где-то работаете, это может быть какой-то приработок, неофициальная работа или одноразовый заработок. Но опять предложение, вот вы работаете, это предложение вложиться во что-то. Вот здесь вот аккуратнее. Продумайте все, взвесьте, все проверьте, и только после этого уже эти деньги вкладывайте. Да. Хорошо, для тех, кто в поиске, ну да, повешенный говорит тяжелое положение, нет работы. Может быть, какие-то неудавшиеся ваши проекты, ваш бизнес.
То есть как-то все зависло. Ну, в принципе, вы и есть в поиске работы, да. Карта показывает безработицу. Давайте вам совет посмотрим. Она еще может говорить, что если долго без работы, ищите другая сфера. Вот вы, например, работали в офисе, ищите какие-то командировки, доставки, логистику или наоборот. То есть тут должен быть, да, есть шанс найти работу. Девятка пентаклей. Смотрите, если вы в тяжелом положении, вот по повешенному это нет движения, а вам говорят, наоборот, проявляйте активность, вот эту борьбу, не опускайте руки, есть шанс получить новую работу. Скорее всего, даже в начале этих 10 дней. Это, знаете, оказаться в нужном месте в нужное время. Но это подсуетиться, тут ухватить вот эту удачу за хвост. Тут и в деньгах, смотрите, у нас появляется, да, ясность. То есть это решение всех финансовых трудностей. Поэтому вот здесь карта говорит, продолжайте вот эту борьбу, и у вас есть шанс получить эту работу. Конечно, иногда она говорит о каком-то своем бизнесе. Если вы хотели что-то начинать, и, как я говорила, или были препятствия, или вас кто-то отговаривал, то вот здесь надо проявить упорство, и тогда вы дойдете, да, начнете что-то. Но вот опять четверка пентаклей говорит, то ли вы боитесь вкладываться в свой бизнес, то есть вот работы нет, я сейчас вложусь, а вдруг я эти деньги потеряю. Вот девятка говорит, нет, вы свой урожай получите. Вот если вы начинаете сами, то здесь риска нет. А вот если кто-то вам предлагает, вот здесь задумайтесь. И тогда у вас все трудности уйдут. Да, здесь кто-то будет тратиться на рождение или зачатие малыша, кто-то будет тратиться на что-то связанное с детьми, свадьба. Еще это какие-то, может быть, выплаты, может быть, детские для кого-то. Но в любом случае с деньгами здесь вносится ясность, решаются все вопросы, трудности, если они были. Давайте посмотрим конец этих 10 дней, с чем у нас связана эта пятерка пентаклей. У кого-то могут возникнуть проблемы со здоровьем, у кого-то трудности с жильем, ну, также это трудности в работе, это потеря денег, это необдуманные ваши действия, могут привести к каким-то тратам. Давайте мы уточним. И если кто-то приболеет, это справиться с болезнью. Если, опять же, какие-то трудности с финансами, в любом случае вы этот вопрос решите. Но здесь вам нужно проявить мудрость, терпение, не действовать необдуманно, то есть приложить максимум усилий для решения каких-то, может быть, финансовых вопросов. Так, хорошо. Ну, совет я уже сказала. Тут или не рисковать деньгами, или наоборот вложиться, не цепляться за эти деньги, должны работать. Вот если вы что-то начинаете, здесь вас ждет хороший достаток. Да, вот. Урожай нужно посадить, и вы его соберете. Так, давайте посмотрим Кипр для стрельцов. Так, что скажет Кипр для стрельцов? 2 декада ноября. Так, смотрите, из бедности, из недостатка в богатого мужчину, и перед вами открываются новые возможности. Или здесь вас показывают, что вы меняете статус, приобретаете работу, начинаете какой-то бизнес, да, вот, то есть был недостаток средств или не было работы, и перед вами открываются новые возможности. У кого-то здесь при помощи богатого человека или вы куда-то уезжаете, переезжаете, или вы получаете вот какие-то надежды. Джекпот сорвать, да, вот это 9 пентаклей. Да, ребят, смотрите, не упустите эту возможность. Это вот для тех, кто ищет работу.
То ли вы становитесь богатым человеком, вот как-то, представляете, вот так неожиданно. Ну, бывает, нам судьба предоставляет такие джекпоты. Тут вам нужно не упустить эту удачу. Мгм. Или это содействие какого-то человека. Так, советы напишите, пожалуйста, в комментариях, нужны ли вам эти советы, смотрите вы их. А то, может быть, я трачу и свое, и ваше время попусту. Совет для стрельцов, 2 декада ноября. Это у нас животное-хранитель, перевернутое сейчас. Животный инстинкт направлен в первую очередь на выживание, что может привести к нервозности, если вы чувствуете себя некомфортно в своем окружении. Примите необходимые меры, чтобы обеспечить свою безопасность. И совет от оракула Королевы Луны, Стрельцы, 2 декада ноября. Да, но мы видим, человек согнулся под этим грузом. Resilience — это у нас устойчивость. Карта говорит, совершение ошибок в нашей жизни, ошибок или промахов придает нам устойчивости. Вы должны извлечь уроки из тех ошибок, которые вы совершили. Это ошибки мы совершаем сами. Да? Почему говорят, люди учатся на только своих ошибках, не на чужих. При помощи этих ошибок мы приобретаем опыт, знания, мудрость. Поэтому здесь карта говорит, вы как взрослый человек должны брать ответственность вот за то, что вот этот опыт, который вы приобрели. Это наши жизненные уроки. Да. Хорошо, давайте посмотрим ответ маятника для вас. Маятник, ответь, пожалуйста, стрельцам. 2 декада ноября на их запрос «да» или «нет», о чем бы они ни спрашивали. Ответ «да». Такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего.